Цепочка из воздушных петель. Кончик фиксирую, рабочую нить здесь же рядышком фиксирую, завожу крючок слева, делаю полуоборот и цепляю рабочую нить, протягиваю ее в петлю. Еще раз кончик и рабочая нить. Завела крючок, обернула, за рабочую нить зацепила и протянула. Обычно это называют узелком, и очень часто этот узелок не считается в количестве нужных воздушных петель, поэтому начинаем считать со следующей. Наберу я 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и воздушная петля, еще одна дополнительная для подъема на следующий ряд. Итого получилось 11 воздушных петель, и можно начинать вязать первый ряд. Это у нас воздушная петля, она останется сбоку. Вязание начинаем со следующей. Если вам нужно вязать через полупетлю, значит используются верхние полупетли. Если вам нужно вязать за заднюю перемычку, значит используется только задняя перемычка, вот это, и вяжется под нее. Сейчас я покажу вязание за верхнюю полупетлю, вот за эту. Вяжем обычные столбики без накида. Заходим под верхнюю полупетлю, цепляем рабочую нить, вытягиваем ее. Стараемся эту петлю не делать тугой и короткой. Вытягиваем ее на уровень с петлей на крючке. Цепляем рабочую нить, протягиваем через обе на крючке. А эту можно подтянуть, чтобы она была покороче. Еще раз. Верхняя полупетля. Заводим крючок, цепляем рабочую нить, вытягиваем немножко повыше, цепляем рабочую нить и протягиваем через обе петли на крючке. Верхнюю не вытягиваем и не делаем ее длинной, чтобы не было дыр при вязании следующего ряда. Заводим, захватываем, вытягиваем, снова захватываем и провязываем через 2. Заводим, захватываю я вот так. Тогда столбик получается прямым до вот такой высоты. Крючок параллельно полотну. Высота обеих петель на крючке и этой одинаковая, но это короткая, а это длинная. Снова захватываю, провязываю, оставляю ее короткой. Таким образом получаются ровные столбики. В первом ряду они все равно не такие красивые, как будут дальше в полотне, за счет того, что здесь вытягивается только половинка.
Поэтому для красоты, например, каких-то элементов используется задняя перемычка, чтобы косичка шла вот здесь по краю. Здесь нет косички, здесь остались перемычки и нижняя полупетля. А если бы мы вязали за заднюю перемычку, за вот эти части, тогда у нас здесь бы по кромке шла косичка. Все зависит от того, какое изделие и какой результат нужен. Довязываю до конца. Стараюсь все столбики провязывать с одинаковым натяжением нити. Одинаково вытягивать каждый столбик, чтобы все столбики были одинакового размера, высоты, плотности. Последний узелок вот этот я не провязываю. Если его нужно ввязать, самый лучший способ сделать это так. Узелок развязать. Немного его затянуть. Крючком войти вот в эту косичку. Вот в эту косичку. Зацепить хвостик. И протащить через обе и вытащить его наверх. Подтягиваем. И далее его ввязываем в следующий ряд. Вот сюда. Я его вытяну обратно, чтобы он не мешал. Я сейчас буду провязывать поворотный ряд. Это просто на будущее, для информации, как вариант. Я провязала 10 столбиков без накида. Делаю воздушную петлю подъема. Переворачиваю вязание. Всегда переворачиваю вот так от себя. То есть не к себе, а от себя. То есть вот таким образом. Вот это у нас воздушная петля. Вот она, воздушная петля подъема. И вязать начинаем мы вот в этот столбик. Захват точно такой же. Натяжение нити соблюдаю. Стараюсь все столбики вытягивать одинаково. Здесь будет больше видно, больше понятно, лучше видно, на какую высоту, с каким натяжением. Следующий столбик захватываю, вытягиваю, захватываю, провязываю, захватываю, вытягиваю, провязываю, захватываю, вытягиваю, провязываю. Вот во втором ряду уже видна плотность, какими получаются в итоге столбики. Захватываю, вытягиваю, провязываю. Еще раз. Вот эта петля высокая, вот эта короткая. И такими же мы их через такие вот и протягиваем, они такими же и остаются. Провязали, затянули. Вот она короткая. Вытянули петлю, которая будущий столбик у нас будет, она длинная. Накид. Чтобы контролировать, можно вот зажали, набросили ниточку, протянули. Это поможет на начальном этапе контролировать высоту, натяжение, чтобы никто никуда, никакая петля не сбежала. Зажали,
накинули, протянули. Петля подъема, переворачиваем. И еще один ряд покажу. Вытягиваем, провязываем, вытягиваем, провязываем, вытягиваем, провязываем. Следим за натяжением нити, за положением нити. Если вы хотите, например, вот как у меня плоский шнур, чтобы столбики лежали красиво и равномерно, следить за тем, чтобы нить не перекручивалась. Если узор позволяет за этим не следить, то можно. Но вот в таких ровных столбиках красиво, когда ниточка не перекручена. Вот и закончили. Еще один способ провязывания столбиков без накида — это перекрещенные столбики. Здесь меняется захват нити, то есть мы, когда заходили в столбик, мы захватывали ниточку вот так. Если мы ее захватим не с этой стороны, а с этой и вытянем сюда, то при провязывании ниточка перекрещивается вот в этом месте. И это хорошо видно на круглом шнуре. Вот такие получаются перекрещенные столбики. Когда круглая ниточка, здесь прям крестики получаются. Сейчас покажу столбики с накидом и полустолбики с накидом. Первый ряд я оставила после вязания столбиков без накида, чтобы полотно сразу было красивым. Вот этот наборный ряд, неудобно в него показывать. Он тоненький и все время скручивается, поэтому вот я оставила, сделала петлю подъема, развернусь, сделаю еще одну петлю для столбиков с накидом. Желательно делать 2 петли подъема. По высоте они будут совпадать с высотой столбиков с накидом. Значит, накид делается таким образом. Накинули, я придерживаю под косичку, это вершина столбика предыдущего ряда, захожу, вытягиваю, тут натяжение примерно вот такое. То есть сильно, конечно, не нужно вытягивать. При провязывании это потом вот будет так торчать. Примерно вот так высота будет выглядеть. Вытянула. Захват рабочей нити. Провязала вот эту петлю. И вот эту петлю. Еще один захват и провязала оставшиеся 2. Это столбик с накидом. Накид, зашла, вытянула, провязала первую, вторую, 2 на крючке, захват, первую, вторую, накид, зашла, вытянула, захват, извиняюсь, накид, зашла, вытянула, захват, первую, вторую, захват, то есть, ну да, захват нити рабочей, 2 петли, 1 накид, 2 захвата, 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 1 накид,
еще, еще. Какие особенности провязывания столбиков с накидом? Так же, как в любом вязании, соблюдается плотность. Нужно стараться провязывать с одинаковым натяжением и одинаковой высоты петля на крючке. Если вот эта рабочая петля или, как скажем, вот, ну, последняя петля, которую мы провязываем, если она всегда одного размера, тогда вот эти косички всегда будут одинаковые. И когда вы, например, пройдете ряд и придете к этому месту и будете провязывать сюда следующий столбик, то расстояние между этими столбиками тоже будет одинаковое и равномерно будет, ну вот здесь красиво, то есть не будет больших отверстий. Если, например, в каком-то столбике у вас вот эта рабочая петля осталась длинной, и вы зашли дальше и провязали ее, не обращая внимания на ее размер, то когда вы к этому месту придете в следующем ряду, да, и будете сюда провязывать, то здесь у вас красиво, а вот здесь будет некрасиво. Когда вы привяжете следующий столбик, здесь останется дырка, прям самая настоящая дыра. И следующие столбики, они будут ее тянуть вверх, и здесь будут большие отверстия по всему полотну, и это очень некрасиво. Вот так получается ряд из столбиков с накидом. В этом видео я покажу полустолбики с накидом. Полустолбики с накидом — это почти те же самые столбики с накидом. Единственное, что провязывается все вместе один раз. Накид, завожу крючок, вытягиваю и провязываю сразу все петли на крючке за один раз. Накид, завожу, вытягиваю, провязываю все 3 за один раз.